В начале 2004 года компания Siemens анонсировала несколько мобильных телефонов, вошедших в новую 65-ю серию. Первым был представлен Siemens CX65, призванный продемонстрировать направление компании. А через месяц еще несколько моделей, среди которых было недорогое устройство среднего класса C65. На момент появления в продаже стоимость этого телефона в России составляла чуть более 5500 рублей. Он выпускался в синем цвете, но для него были доступны сменные панели и других цветов. Устройство имеет телефонную книгу на 1000 номеров, 40-голосную полифонию, возможность отправки ММС, поддержку Java-приложений и GPRS, диктофон, камеру в 0,1 мегапикселя без поддержки видеосъемки, инфракрасный порт и чуть более 10 мегабайт встроенной памяти, примерно треть которой занимают системные файлы. Высота телефона 10,5 см, ширина 4,5 см, вес 86 грамм. Толщина устройства чуть более 1,5 см. Дисплей выполнен по технологии CSTN и отображает до 65 тысяч цветов. Разрешение экрана 130 на 130 точек. Заявленное время работы от аккумулятора на 600 мАч около 10 суток в режиме ожидания и 6 часов в режиме разговора. Разъем для зарядки располагается снизу. Он же служит для подключения гарнитуры и других аксессуаров. Слева инфракрасный порт, а в верхнем углу отверстие для ремешка. Сверху по центру находится вырез под специальный пластиковый ключ, идущий в комплекте, который предназначен для быстрой смены передней панели. Клавиатура имеет подсветку оранжевого цвета. Символы на светлых кнопках при дневном освещении из-за подсветки могут сливаться. Клавиатура в целом удобна, только клавиша для доступа в интернет и двойка слишком узкие относительно других кнопок и при этом находятся рядом. Палец ложится сразу на обе клавиши. Качество дисплея улучшилось относительно более ранних телефонов Siemens, однако по сравнению с другими моделями в линейке он не имеет специального отражающего слоя, отчего на солнце ведет себя не так хорошо. Меню телефона представлено сеткой из 9 иконок. При установке опции «Крупный шрифт» каждый пункт меню отображается на отдельном экране. Левая софт-клавиша здесь служит для перехода в меню быстрого доступа к избранным функциям аппарата. Телефон обладает подробнейшей адресной книгой. Для одного контакта доступен ввод нескольких телефонных номеров, 2 адресов электронной почты, ссылки на сайт, номера ICQ, адреса места жительства и дата рождения с моментальной установкой напоминания, а также добавление фотоснимка. Доступна отправка как текстовых, так и мультимедийных сообщений. К СМС можно прикрепить стандартные звуки и анимированные смайлики, в которых фигурирует новый маскот компании, встречающийся в телефоне неоднократно, а также монохромные картинки и простые мелодии. Отправлять урезанные MIDI теперь не представляется возможным. Интерфейс ввода ММС-сообщений удобный и шустрый. Каждый вложенный файл имеет собственный отдельный блок. Камера телефона имеет такое же разрешение, как и у представленного ранее MC60, но все же она кардинально отличается. Цветопередача и светочувствительность не идет ни в какое сравнение, однако аберрации оптики, вроде бочкообразной дисторсии и кривизны поля изображения, стали более ярко выраженными. К тому же наблюдается эффект черного солнца. Появился автоспуск с 15-секундным отсчетом и 3-кратное цифровое увеличение, но при его использовании разрешение снимка снижается. Сохранилась возможность регулировки баланса белого, экспозиции и разрешения фотографии. Режим видеосъемки в этом телефоне отсутствует, остальные модели в линейке его получили, а звук затвора не отключается даже в режиме без звука. Все мультимедийные файлы располагаются в соответствующем разделе, где они сортируются по директориям по типу файла. Анимированные изображения получили собственную папку. Игры и приложения тоже устанавливаются в отдельные директории. Удобно, что в любой из них можно создавать дополнительные папки. Таким образом, фотографии можно сортировать по альбомам, а игры и музыку по жанрам. В папке «Звуки» могут храниться мелодии в формате MIDI и песни в формате WAV, или, как правило, короткие их фрагменты, сжатые одноканальным 4-битным аудиокодеком с частотой дискретизации 8 или 16 кГц.
Для сравнения, в музыкальной индустрии стандартом считают двухканальные 16-битные аудиофайлы с частотой дискретизации 44100 Гц. Таким образом, 30-секундный фрагмент в наилучшем доступном качестве занимает около 250 килобайт. Для данного телефона это существенный объем, поэтому любимые песни скачивали в еще более экономичном формате AMR или записывали их на диктофон в таком же формате. Тогда на те же 250 килобайт можно записать 6-минутную композицию. Любую сохраненную мелодию можно использовать и в качестве сигнала вызова. К тому же существует несколько типов вибросигнала. Среди них как стандартные, так и необычные, имитирующие звуки поезда или движения НЛО. В телефоне предустановлено 6 тем оформления на любой вкус, которые помимо цветовой схемы изменяют фоновые изображения, анимации включения и выключения телефона вместе со звуками, скринсейвер и заставку во время поиска сети при запуске устройства. Все заставки и звуки для каждой темы оформления можно заменить собственными. Для смены темы оформления без изменения заставок из активной темы существуют скины, которые меняют только цветовую схему и фоны. В папку «Разное» попадают файлы из внешних источников, откуда их впоследствии можно перенести в любую другую. Папка «Видео», которая есть в других телефонах серии, здесь отсутствует, как и поддержка воспроизведения видео в целом. Но это ограничение легко обойти. Видео в формате 3GP прекрасно открывается из раздела «Мастер памяти» в настройках, предназначенным для расчета размера каждой отдельной папки. К приложениям и играм можно перейти как из мультимедийного раздела, так и из отдельного меню, где также находится веб-браузер версии 2.0. Всего в телефоне предустановлено 4 игры. Bubble Boost – это яркий и приятный платформер. Играть предстоит за персонажа по имени Луки. Однажды в его мир проникают злые фантомы и похищают всех его друзей. Тогда он отправляется в царство тьмы для их спасения. В качестве оружия используются волшебные пузыри разных цветов. Некоторые могут быть полезны и в других применениях. На каждой локации спрятан ключ от следующего уровня. Сперва необходимо найти его, а затем и ворота, ведущие на новую локацию. Интересно, что во время игры можно сделать скриншот и, отправив его другу, похвастаться своим прогрессом. Причем это касается всех встроенных игр. PhotoPad – это игра в жанре симулятора питомца, тесно связанная с камерой телефона. В качестве питомца выступает герой, знакомый по предыдущей игре. Чтобы покормить его, прибраться в комнате и вообще совершить какое-либо действие, необходимо найти вокруг себя любой предмет указанного цвета и сфотографировать его. Так, например, чтобы отправить питомца спать, нужно сфотографировать любой черный предмет, а для его пробуждения, напротив, сфотографировать белый объект. Время суток в игре зависит от установленного в телефоне времени, то есть соответствует реальному. По мере прохождения питомец растет, у него появляются новые игрушки и открываются мини-игры, в которые можно с ним поиграть. Также раньше была возможность отправить своего питомца погостить к друзьям, имеющим эту игру в своем телефоне. Stack Attack Advanced – это продолжение классической для телефонов марки Siemens игры, выполненная в изометрической графике. Необходимо продержаться как можно больше времени в квадратной комнате с падающими коробками. Упавшие коробки можно толкать. Если собрать 3 коробки одного цвета рядом, они исчезают. От них можно избавляться и другими способами, например, используя молоток или бомбы, которые тоже падают сверху. После набора определенного количества очков открываются бонусы, в числе которых герои с новыми способностями, рингтон, обои для главного экрана и анимированная заставка. В последней игре Vapo Junior необходимо, управляя одновременно 2 или 3 персонажами, добраться до медовых сот по виноградным лозам, избегая пчел. В некоторых случаях герой не сможет переместиться на ту или иную клетку, если на пути отсутствует лоза. Тогда в этом направлении пройдут только его друзья. Требуется, чтобы герои оказались на своих клетках с сотами синхронно. Помимо игр предустановлено 2 приложения. Это Download Assistant для скачивания игр и приложений с сайта Siemens и обновленный фотоэдитор для редактирования фото.
В нем появился режим трансформации изображения, он же режим двойной экспозиции, где одна фотография накладывается на другую с определенной степенью прозрачности. Еще одна новая функция – синий ящик, заменяет фон изображения. В целом же редактор позволяет повернуть, увеличить или деформировать изображение, добавить текст и другую картинку, например, рамку, применить эффект вроде сепии или инверсии цветов, нарисовать что-то кистью и отрегулировать обычные настройки, такие как яркость или контраст. Organizer содержит в себе календарь, имеющий 3 режима просмотра – по месяцам, по неделям и по дням. В нем можно создавать события с напоминаниями, которые после попадают в раздел «Встречи», где они выводятся в виде списка. Присутствует планировщик, где для каждой задачи выставляется приоритет, напоминание и состояние. Имеется инструмент для создания коротких заметок, которые можно запаролить кодом телефона. А для записи голосовых заметок есть диктофон, где также хранятся полученные аудиофайлы, длительность которых зависит от количества свободной памяти. Часовые пояса, оформленные в виде карты мира, служат для просмотра времени в любой точке планеты. Также некоторые полезные функции попали в отдельный раздел «Еще». Среди них стандартный для телефонов Siemens будильник. Его можно установить на несколько дней недели. Инструмент запись звука ничем не отличается от диктофона, но задуман скорее для записи мелодий, а не для голосовых заметок, так как полученный файл попадает в папку с музыкой в мультимедийном разделе. Есть удобный калькулятор с интегрированным конвертером величин и расширенным режимом для совершения более сложных математических операций. Секундомер, который позволяет сохранять промежуточные результаты и каждому дать наименование. Имеется обыкновенный таймер для обратного отсчета времени. Дистанционная синхронизация служит для получения новых контактов, заметок и напоминаний через интернет. И файловый менеджер Card Explorer, где располагаются абсолютно все файлы, сохраненные в телефоне. Доступ к системным файлам отсутствует, но он позволяет передавать установленные приложения и игры друзьям через инфракрасный порт, что невозможно сделать из других разделов. Siemens C65, благодаря своей стоимости и характеристикам, стал одним из самых успешных телефонов марки. Других подобных телефонов в этой ценовой категории было совсем немного, и они имели свои достоинства и недостатки. Так, в качестве его альтернативы на момент старта продаж можно было рассмотреть разве что Motorola C650 с более качественной камерой и поддержкой MP3, но без инфракрасного порта и значительно меньшим объемом памяти. Или выпущенный лишь полгода спустя Sony Ericsson K300 с теми же достоинствами, что и у Motorola, но без ее недостатков, а также с поддержкой видеосъемки. Впрочем, к этому моменту цена на более старшие модели Siemens уже начала снижаться, хотя и самая дешевая из них, CX65, продолжала оставаться на пару тысяч рублей дороже C65. Тем не менее, несмотря на огромное количество сходств, каждый телефон серии обладает своими особенностями и заслуживает отдельного внимания. А компания Siemens примерно через год выпустила новую модель C72, получившую некоторые функции от более продвинутых телефонов, но по сути являющуюся лишь косметическим обновлением C65.